Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня я поделюсь своим мнением по поводу костюма Заря 2 от мастерской Green Suit. Начну с небольшой предыстории. Как многие из вас знают, в этом году я ездил на ролевую игру по миру Сталкера от мастерской группы MG Morok. Игра проходила по сеттингу 3 оригинальных игр. И так как я планировал ехать в роли вольного сталкера, мне нужен был соответствующий костюм. А вольные сталкеры в мире игры в основном используют костюм Заря. Честно сказать, я не особо разбирался в тонкостях копийности костюмов из игры Сталкер. И уж тем более понятия не имел, какие производители бывают и в чем плюсы и минусы того или иного изделия. Поэтому я поступил просто и обратился к своему другу Андрею Поэту, который на Stalker Strike съел снорка. Тем более я слышал, что он сам принимал участие в создании какого-то костюма, а его мнению я доверяю. При заказе с меня сняли аж 18 мерок и предупредили, что шить будут долго, так как в моем случае мне сделают экспериментальную обновленную версию Зари, адаптированную под реалии Stalker Strike. К этому я был готов и ждал. К сожалению, ожидание в 3 месяца сыграло со мной злую шутку. Дело в том, что все это время я активно налегал на зал и физические упражнения. И более того, 2 недели я провел на играх в лесу. Причем первую неделю я каждый день с утра до вечера греб на катамаране. Как итог, когда Заря все-таки дошла до меня, она мне была немного велика в районе живота. С одной стороны, это даже плюс, так как с точки зрения комфорта ношения этот факт отразился только в лучшую сторону. С другой стороны, народ отметил, что Заря должна быть более приталенной. Я не считаю себя большим специалистом в лоре игры Stalker и каноничности тех или иных деталей, поэтому обзор в большей степени будет про мой опыт и удобство использования, и в меньшей степени про копийность к прототипу из игры, хотя яркие моменты я, конечно, отмечу. Заря от Green Suit — это комбинезон. Лично я считаю это просто огромным плюсом, потому как в процессе использования, ползаний, бега и прочих активных действий он всегда сидит как надо. В отличие от системы штаны-китель ничего не задирается, и ты не бегаешь с полуголой поясницей. Даже на этой игре я слышал, как один из игроков в раздельной Заре ругался, что китель постоянно приходится заправлять. Вставки в области коленей и локтей несколько больше, чем у прототипа из игры, но при этом они реально защищают локти и колени. Были бы они меньше, они бы исполняли только декоративную функцию. Я считаю, что лучше пусть они будут больше, чем носить внешние наколенники или вообще оказаться на техногенном полигоне без защиты суставов. Видимо, для удешевления и упрощения конструкции вставки выполнены не путем сшивания ткани в некую гармошку, а просто прошиты стропами, которые издалека напоминают складки, как в игре. Насколько это критично, лично мне судить сложно. Вариант со складками был бы, конечно, более каноничным, но лично у меня текущая реализация не вызывает какого-то отторжения. Хотя, как я уже лично успел убедиться, в околосталкерском сообществе есть неуравновешенные люди, у которых такая реализация вызывает поджог 5-й точки и лучи словесного поноса. Раз уж зашла речь о 5-й точке, у этого костюма в этой области есть санитарный клапан. Расстегивается он быстро и просто и спасает вас во время выброса. Естественно, на 3-суточной игре я его протестировал. Все работает. Но в целях сохранения вашей психики видеопруфа не будет. Застегивается комбинезон на молнию. Молния, естественно, с 2 бегунками, чтобы в случае нужды можно было без проблем слить лишнюю воду. Брюшная часть застегивается на велкро и сравнительно неплохо сохраняет форму. Опять же, на той же игре я видел примеры, как на костюмах от каких-то других производителей брюхо сминается в какую-то бесформенную гармошку и смотрится так себе. По всему комбинезону расположена целая куча утягивающих резинок, которые фиксируют комбинезон в нужных местах на владельце. Резинки есть на рукавах, манжетах, поясе, с обратной стороны колен и на манжетах штанин. Кстати, манжеты штанин дополнительно фиксируются кожаными ремешками. Эти ремешки, кстати, взяты из игры. Если вы присмотритесь, то берцы персонажей в Заре в игре фиксируются подобными ремешками. Конечно, в данном случае крепление ремешков немного отличается, но текущая реализация в 100 раз выгоднее с точки зрения удобства использования. Если честно, для меня было открытие, насколько эти фиксирующие ремешки функциональны. С помощью них можно как следует зафиксировать штанину поверх берца, полностью исключив вариант задирания штанины и попадания в ботинок пыли или грязи.
Как и положено, у Зари есть капюшон. Так как ношение капюшона прямо следует из канона игры, капюшон должен быть функциональным, и тут он неплохой. Есть целых две регулировки, которые позволяют отрегулировать положение капюшона и вполне комфортно его носить. Хотя лично я его не носил, так как у меня на башке было съемочное оборудование, которое вообще добавляет кучу проблем с ношением чего-либо на голове. Кстати, как и положено, на капюшоне и рукавах есть антуражные нашивки со значками радиации и прочими чернобыльскими штучками. Нашивки намертво пришиты к костюму, без всяких велкро. По бокам комбинезона есть два врезных кармана. Как ни странно, я ими пользовался достаточно часто, храня в них то бинт, то деньги. И в половине случаев, когда меня обыскивали на игре, в эти карманы почему-то никто не заглядывал. Видимо потому, что их прикрывала кобура или набедренный подсумок. Ремень — это отдельная история. Производители не поленились скопировать ремень из оригинальной игры с 4 пряжками и креплениями для снаряжения. Изначально ремень мне был великоват, но я его доработал своим колхозным тюнингом, укоротив и вшив в заднюю часть толстую резинку. Теперь ремень сидит как надо и стал более комфортным в ношении, так как появился некий запас эластичности. В оригинальной игре подсумки к этому поясу крепятся на кожаные ремешки. Для этого на поясе есть специальные крепления, которыми с одной стороны можно прицепить эти самые подсумки, а с другой плечевые лямки, которые переносят часть нагрузки с пояса на плечи и более равномерно распределяют вес снаряжения. Из минусов могу отметить, что на поясе не хватает креплений для каких-нибудь подсумков. И чтобы закрепить сюда хотя бы пару гранатных подсумков, пришлось постараться. Я понимаю, что что-то лишнее на самом поясе не особо канонично, но с практической точки зрения для реалий Stalker Strike все-таки без этого обойтись сложно. Поверх комбинезона надевается весьма антуражный, на мой взгляд, нагрудник. Внешне он достаточно хорошо копирует то, что мы видели в игре. Насколько я мог сравнить, скопированы даже мелкие детали, например, текстура лямок и цвет кончиков строп на передней части. Размер нагрудника регулируется с помощью системы резинок и строп. Диапазон регулировки весьма обширный. Правда, прежде чем я смог подогнать нагрудник под себя, пришлось изрядно помучиться, несколько раз меняя настройку и примеряя. Но если в конце концов один раз настроить, можно дальше не париться. Лично я вообще надеваю нагрудник, не расстегивая боковые фастексы. Пенка внутри нагрудника мне показалась тонковатой. Из-за этого нагрудник сидит не совсем так, как в игре, но с другой стороны, если всандалить туда пенку потолще, станет жарче. Дилемма, но если приспичит, пенку можно заменить, благо отсек для этой пенки закрывается на велкро. Я уже вижу, как самые хитрые из вас уже догадались о том, что в этом внутреннем кармане можно прятать всякие вещички. Лично я там прятал нож. Простите, что сдал тайник. На комбинезоне нагрудник фиксируется с помощью велкро-липучек, и это очень и очень круто, потому что нагрудник не сползает и сидит на месте даже при самых активных действиях. Что касается удобства ношения, можно сказать следующее. Носить Зарю удобно, она реально хорошо продумана с точки зрения ношения и эргономики. Но вот комфорт ношения с точки зрения терморегуляции у нее как у горки, то есть никакой. Но, к сожалению, это необходимое зло, которое придется терпеть в угоду антуражности. Шить Зарю из каких-то современных дышащих тканей было бы странно и не антуражно. Возможно, какая-то система вентиляции немного бы спасла ситуацию, но в моем варианте Зари ее нет. С другой стороны, играя при температуре от плюс 12 до плюс 18, надев под Зарю термобелье Phantom от 5.45, мне было комфортно. Я не замерз и не сопрел. Спал я, кстати, тоже в Заре, потому что игра шла нон-стоп. И спать приходилось не то что одетым, но и в очках и с пистолетом в руке. Актуальную цену на этот и другие костюмы можно посмотреть на странице Андрея Поэта. Там же можно оформить заказ. Ссылку я оставил в описании. Мне лично сказать про этот костюм больше нечего. Надеюсь, я смог удовлетворить ваш интерес. Предугадывая вопрос, когда Stalker Strike, отвечаю: скоро. Мы с Андреем Поэтом над первой серией уже работаем. До скорого!